Жанне было несладко, она плохо находила общий язык с детьми, которые любили похулиганить. Девочка старалась слушать воспитателей и проявляла повышенный интерес к учебе. Когда она вышла из детского дома, то сразу же получила небольшую квартирку в новом многоэтажном доме. Воспитательница Елена Ивановна приложила руку к тому, чтобы выбить хорошую квартирку своей любимице. Девушка была безгранично благодарна женщине. Ведь у нее больше не было близких людей. Когда Жанна оказалась совершенно одна во взрослом мире, она тут же начала подыскивать работу. Девушка обратила внимание на то, что в кафе, которое располагается в нескольких кварталах от ее дома, требуется официантка. Она тут же решила попытать удачу. Начальник попался очень хороший и понимающий, поэтому сразу же сообщил девушке, что она принята на работу в кафе. Жанна познакомилась со своим будущим мужем, когда работала официанткой в кафе. Она сразу обратила внимание на молодого человека в классическом черном костюме. Он был очень привлекательным и стильным и прекрасно обладал поставленной речью. Игорь заметил симпатичную официантку и стал проявлять к девушке повышенный интерес. Его походы в кафе участились, а уже через неделю парень решился пригласить Жанну на свидание. Девочка сразу же согласилась. Однако позже пожалела, когда другая официантка рассказала о том, кем является молодой человек. Оказалось, он сын местного богача, который занимается строительством многоэтажек. Естественно, девушка понимала, что с простушкой он не свяжется. Она тут же расстроилась, но на свидание все же решила пойти. Пообщавшись с Игорем, Жанна начала еще больше в него влюбляться. Несмотря на свое финансовое положение, парень был очень приятным и простым человеком. Он стал каждый день приглашать девушку на свидание, дарил возлюбленной цветы, свозил ее на море, а на день рождения порадовал Жанну обручальным кольцом. Девушка чувствовала себя настолько счастливой, что хотела кричать об этом всему миру. Она совершенно не верила в любовь и даже была убеждена в том, что никогда не встретит достойного мужчину. Однако счастье нашло ее лично, поэтому Жанна не могла противиться судьбе. Больше всего на свете она хотела никогда не расставаться с Игорем, который покорил ее своей мужественностью и порядочностью. Отец молодого человека не пожелал присутствовать на торжестве единственного сына, и свадьба была очень скромной. Ведь Евгений Сергеевич отказался выделять деньги на бракосочетание с детдомовкой. Девушка изо всех сил пыталась наладить отношения с отцом своего возлюбленного, но ей никак это не удавалось. Придя в гости к мужчине, Жанна была быстро выставлена за дверь, но со временем Игорю удалось помириться с Евгением Сергеевичем. Но с девушкой свекровь по-прежнему отказывался общаться. Матери молодого человека не было, она умерла еще тогда, когда Игорю было всего 10 лет. Именно поэтому он тесно общался с отцом. «Даже не вздумай потерять или отвернуться от единственного близкого человека», — советовала Жанна. Она никогда не настраивала любимого против родственника, несмотря на то, что тот отказывался ее принимать. Через несколько лет Евгения Сергеевича не стало. Парень тяжело переносил уход отца, но Жанна оказывала огромную поддержку. Несколько месяцев она не отходила от Игоря, который погрузился в депрессию. По прохождению еще нескольких лет парень начал привыкать к новой жизни. Он все чаще задерживался на работе, взяв на себя все дела в строительной компании отца. А Жанна иногда стала замечать аромат женских духов и следы губной помады на рубашках своего супруга. Некоторое время она старалась молчать, однако уже через пару недель девушка случайно увидела на телефоне сообщение романтического характера. Она не могла прочитать его полностью, так как муж поставил свой мобильный на блокировку. Раньше молодые люди ничего друг от друга не скрывали, но теперь ситуация изменилась. Однажды девушка не выдержала и решила задать супругу несколько вопросов. Она заявила о том, что подозревает его в измене, на что Игорь сразу начал отрицать, убеждая супругу в любви и верности. Жанна не могла не заметить, как ее благоверный прячет глаза. Все внутри девушки рвалось на части, ведь она больше всего на свете хотела сохранить семью. На самом деле у Игоря уже давно была любовница, с которой он чувствовал себя счастливым.
Мужчина неохотно возвращался домой и не знал, как избавиться от супруги. Последнее время он стал себя корить в том, что женился на такой простушке. К тому же, супруга, воспитанная в детском доме, и была на уровень ниже его самого. Игорь уже не видел в Жанне особенной красоты и хотел только одного развода. Однако молодой человек прекрасно понимал, что в случае развода с супругой придется делиться имуществом. Игорь был молод и глуп, поэтому отказался составлять брачный договор, когда отец на этом настаивал. Теперь же мужчина об этом сожалел, но исправить уже ничего не мог. Он долго размышлял, как можно решить ситуацию. Как-то вечером у Игоря созрел интересный план. Он сразу же решился его воплотить в реальность, хоть и немного опасался провала. Мужчина сообщил жене о том, что в последнее время у него возникли проблемы со здоровьем, и он сможет умереть в любой момент. Он попросил ее пересмотреть свое отношение к нему и заручиться поддержкой своей семьи. Жанна была потрясена, но согласилась. Они слишком отдалились, и предложил ей отправиться в маленькое путешествие, чтобы исправить положение. Естественно, девушка уже давно ждала подобных шагов сближения от возлюбленного. Она охотно согласилась и принялась собираться. Жанна не могла и предположить, на что был способен ее супруг. Мужчина сказал, что жене не нужно брать с собой большого количества вещей, ведь они отправляются всего на несколько дней в лес. Самое главное – взять теплый свитер и штаны, чтобы не замерзнуть ночью в палатке. Жанна не могла даже подумать, что ее супруг, предпочитающий комфорт, согласится на подобные приключения. На следующий день девушка проснулась рано утром, принесла супругу завтрак в постель и сообщила, что готова выдвигаться. Игорь сел в автомобиль и поехал в заранее предусмотренное место за городом. Лес располагался в 100 километрах от города, поэтому мужчина был уверен в успешности своего плана. Он привез супругу в лес, а затем повел вглубь. Жанна подумала о том, что надо было сразу взять с собой палатку, но муж решил сначала разведать обстановку. Он пропустил девушку вперед, а сам зашагал следом. Когда молодые люди вошли достаточно глубоко в лес, Игорь резко остановился. Жанна обернулась к возлюбленному и тут же почувствовала удар тяжелым предметом по голове. Она взглянула на любимого. Последнее, что она видела, была палка, которую Игорь держал в руках. Мужчина хотел добить супругу, но у него не поднялась рука. Он все-таки не был убийцей. Поэтому планы резко изменились. Игорь достал заранее подготовленные веревки, которыми хотел связать тело. Мужчина усадил жену рядом с деревом и принялся привязывать ее к стволу, чтобы она не смогла освободиться. Он связал Жанне руки и ноги, а затем успешно удалился. Теперь Игорю предстояло отыграть роль несчастного мужа, который потерял любимую супругу. Он был отличным актером, по крайней мере, мужчина был склонен так считать. Жанна пришла в себя через полчаса. Она почувствовала сильную боль в руках и сразу все поняла. Она изо всех сил пыталась освободиться, но ничего не удавалось сделать. Руки женщины ужасно затекли, поэтому несчастная начала громко кричать и плакать. В это время на улице уже смеркалось и становилось страшно. Неожиданно девушка услышала вдалеке вой, а затем заметила фигуры животных. Жанна была шокирована, когда увидела рядом с собой волчью стаю. Звери подошли вплотную и начали разглядывать привязанную девушку. В эту минуту она прекрасно понимала, что выжить уже не получится. Буквально вся жизнь принеслась перед глазами бедной девушки, которая была предана своим любимым мужем. Тем временем самый крупный волк подошел к Жанне. Он понюхал ее ладонь и начал рывками перегрызать веревку, которая была перевязана на ее руки. Девушка вздрогнула от неожиданности, а затем снова замерла. Освободившись от веревок, она присела рядом с деревом. Жанна старалась не шевелиться, ведь животные не собирались уходить. Девушка так и просидела до утра, бесшумно плача от горя и предательства. А ранним утром девушка заметила мужчину, который прогуливался по лесу. Она тут же его окликнула и прижалась к дереву.
Когда незнакомец услышал женский голос, он обернулся и направился к пострадавшей. Мужчина тут же отогнал от Жанны стаю, затем подошел поближе, и случилось неописуемое. Волки послушно отошли от девушки. Ведь они беспрекословно слушались егеря. Это все потому, что он когда-то спас вожака стаи, который попал в капкан. Мужчина не смог пройти мимо раненого животного. Волк жалобно скулил, поглядывая печальными глазами. Увидев пронзительный взгляд зверя, егерь подошел вплотную и стал его освобождать. Затем мужчина схватил израненного волка на руки. Ведь тот попросту не мог оказывать сопротивление. Дикий зверь был настолько ослаблен, что едва дышал. Лесник ухаживал за волком около месяца, а затем выпустил на свободу. После этого стая не трогала людей, перестав видеть в них опасность. К тому же, в небольшой деревеньке, располагающейся возле леса, охотников не было. Каким образом капкан оставался в лесу до сих пор, оставалось неизвестным. Как только мужчина подошел поближе, девушка мгновенно бросилась в его объятия и начала горько плакать. Она больше не могла сдерживать своих эмоций и горя. Я начала рассказывать мужчине о том, что с ней произошло. Тот с сожалением посмотрел на девушку и приказал ей следовать за ним. Мужчина привел гостью в небольшой дом, где сразу же поставил ей сытный завтрак и заварил чай с травами, от которого девушке должно было стать полегче. Егеря звали Владом. Он внимательно выслушал всю историю с подробностями, а затем позвонил в полицию. Мужчина признался, что не оставит данное преступление безнаказанным. Уже на следующий день девушка приехала в город вместе с Владом и отправила своего мужа за решетку. Игорь мгновенно взяли под стражу, и даже большие деньги не помогли мужчине. Он долгое время пытался вымолить прощение, но Жанна была непреклонна. Она ни за что не могла простить супругу данное предательство. Девушка готова была жизнь отдать за своего возлюбленного. А в ответ он вонзил ей нож в спину. Его любовница Вероника была совсем еще молоденькая, совсем девчонка. Конечно же, она не стала дожидаться мужчины из тюрьмы, а Игорю так и не удалось уберечь собственное имущество. Суд поделил все поровну между супругами, поэтому план миллионера полностью провалился. Находясь за решеткой, он проклинал бывшую жену, называя глупой детдомовкой. Он считал, что девушка испортила ему жизнь. Совершенно позабыв о том, как страстно он любил другую студенческие годы, Влад во всем стал помогать девушке. Обратив внимание на ее прекрасный характер и доброе сердце, он понимал, что не может упускать такую женщину. Поэтому уже через месяц предложил Жанне переехать к нему в деревню. Девушка была не готова к подобным изменениям в своей жизни, но решилась попытать удачу. Находиться в таком городе, где она была когда-то счастлива с другим мужчиной, ей не хотелось. Жанна отправилась к Владу, который оказался не только добрым и честным, но еще и безумно романтичным. Он каждый день баловал любимую женщину полевыми цветами, готовил ей вкусные блюда из экологически чистых продуктов. Жанна поняла, что впервые почувствовала себя по-настоящему счастливой. Когда девушка получила свою часть имущества, она вместе с супругом решила направить большую часть денег в фонд охраны природы. Через несколько лет Жанна подарила своему супругу очаровательную дочурку, которую назвали Кристиной. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.